Саша пригладил буренку, которая пряталась в сарае. Теперь она давала меньше молока, и отец стал к ней совсем плохо относиться. То прутом погонит, то какое-то слово плохое скажет. Саша не понимал отца в этом вопросе. Корова ведь все равно кормилица. Немного пополнела, конечно, но то, что она стала давать меньше молока, не повод ее ругать. Корова принимала ласку мальчика, а тот угощал ее кусочком хлеба, который принес из дома. Вдруг он услышал, как его зовет отец. Саша сказал буренке, что ему пора, и побежал к отцу. Тот догадался, где был мальчик, и стал его опять ругать, попутно снова наговаривая на корову. Мальчик попытался ее защитить, но с отцом спорить было бесполезно. Потом отец дал Саше задание и отправил колоть дрова, а сам пошел выгонять корову на пастбище. Он подгонял ее прутом, а корова шла как можно быстрее. Отец привязал ее к колышку и ушел домой по своим делам. Корова спокойно жевала траву, как вдруг решила отойти чуть подальше, и у нее получилось. Отец так сильно торопился, что плохо привязал веревку, и она отцепилась. Корова, недолго думая, ушла, куда глядели ее глаза. Она шла медленно, щипала траву по дороге. Она долго ждала момента, когда она будет свободна, и теперь наслаждалась этим чувством. Буренка зашла в лес. Тут все казалось новым и неисследованным. Она шла, пока не дошла до речки. Корова не знала, что там было волчье логово, и за ней уже внимательно наблюдали. Буренка остановилась, чтобы попить воды, и тут на нее планировал напасть волк. Он уже практически сделал прыжок, но вожак ему почему-то не позволил. Он первым подошел к корове и понюхал ее. Та своими большими ноздрями тоже втянула запах волка и неожиданно лизнула его большим языком. Вожак завилял хвостом. В этой стае волки были сыты. Видимо, поэтому вожак решил оставить этой корове жизнь, а, возможно, он почувствовал что-то еще. Оказалось, что в этой стае вожаком была самка. Она повела корову к своему логову, а корова, наверное, в благодарность облизала волчат языком. Но не все волки в стае были рады такому соседству, поэтому вряд ли буренке можно было бы тут остаться надолго. И это она понимала. Начинало вечереть. Неожиданно корова слегла. Она начала тяжело дышать и не могла встать. Самке-вожаку пришлось защищать и охранять ее, ведь несогласные с пребыванием такого чужого уже начали точить на нее зубы. В это время Саша уже пошел на пастбище за буренкой и, дойдя до места, конечно же, ее не обнаружил. Мальчик не знал, что ему делать — идти искать или возвращаться к отцу и сообщать об этом. Саша подумал, что отец будет ругаться в любом случае, но меньше его, наверное, расстроит, если мальчик ненадолго пропадет. Он надеялся, что сможет найти быстро буренку. А вовсе отец и не заметит, что их недолго не было. Мальчику было страшно. Он переживал за буренку, но пошел прямо в лес. Он шел по прямой, крича ее не очень громко, ведь все-таки было страшно.
Он пробирался через заросли высокой травы и через паутину. И вот стало совсем темно, когда он услышал волчий вой. Он испугался, но почему-то решил проверить, что там происходит. Он надеялся, что не произошло самого худшего, и верил, что буренка не там. Вой исходил со стороны реки. Мальчик пошел прямо туда. И вот уже слышно было журчание бурной речки. Саша аккуратно раздвинул кусты. И то, что он увидел, он запомнил на всю оставшуюся жизнь. Он увидел свою корову, которая лежала в окружении волков. Мальчик пригляделся. Один из них стоял прямо около буренки, напротив остальных, и как будто отгонял их от нее. «Да он же ее защищает», — догадался мальчик. «Но почему?» Не было времени размышлять. Нужно было действовать. Саша помнил, что отец ему рассказывал про волков. Он говорил, что они до жути боятся огня. Парень потрогал карманы и нащупал коробок. Хорошо, что он сегодня разжигал огонь в печи бани и рефлекторно положил коробок в карман. Он стал искать, что можно было бы использовать как факел, чтобы можно было его поджечь. Нащупав толстую ветку, он понял, что именно ее можно было бы использовать. Мальчик пытался это сделать быстро, ведь он слышал, как рычат и воют остальные волки. Он снял с себя рубашку, набил ее мхом, который взял с земли, и накрутил ее на палку. Заканчивая свое дело, он слышал, как у реки завязалась драка. Волки напали на того, кто защищал буренку. Медлить было больше нельзя. Мальчик, не дыша и прикрывая от ветра свободной рукой горящую спичку, поднес ее к импровизированному факелу. Сначала показалось, что огонь потух, но через мгновение он начал разгораться. Мальчик с облегчением выдохнул. Звуки волчьей борьбы становились все громче, ведь тот волк всего один против целой стаи. Саша подождал секунду, пока огонь разойдется, и с громким криком побежал прямо в самую гущу событий. Волки явно не ожидали такого поворота. Они были слишком заняты коровой. От неожиданности они разбежались. Все, кроме той волчицы, которая защищала все это время буренку. Она героически сражалась с ними, но их было слишком много, и они нанесли ей много ран, таких, что она не могла встать. Саша убедился, что остальные волки разбежались, и быстро, пока горит огонь, накидал мха и сухих веток в одно место и сделал костер на случай, если волки захотят вернуться, и, наконец, смог подойти и осмотреть буренку и раненого волка. Мальчик подумал, что корову тоже покусали, ведь она лежала и тяжело дышала. Но волку было тяжелее. Саша присел, чтобы его осмотреть. Тут он понял, что это волчица. У нее была разодрана пасть и ранены лапы. Видимо, волки кусали именно по ним. Тут кусты зашевелились. Парень уже успел испугаться, как вдруг понял, что это волчата. Они, наконец, после всего этого боя вышли к матери. 4 маленьких смешных карапузов
все вместе подошли к ней. Волчица всех осмотрела и, видимо, убедившись, что с ними все хорошо, опустила голову. Саша не знал, что ему делать. Тут было два живых существа, которые нуждались в помощи. Так еще и другие волки могли в любой момент вернуться. Вдруг корова сама встала, напряглась всем телом и неожиданно родила теленка. Это было настолько неожиданно, что мальчик потерял дар речи. В сознание его привел раздавшийся неподалеку звук выстрела. Мальчик понял, что это отец пришел его искать. Вскоре он услышал, как тот его зовет. Саша крикнул отцу, и тот, наконец, вышел к реке. Отец побежал к сыну, откинул ружье в сторону и со слезами на глазах стал его обнимать. Отец настолько сильно переживал за сына, когда понял, что тот ушел искать корову, что сразу же побежал на его поиски. По пути ему встретилось несколько волков, но как только отец сделал предупредительный выстрел, они разбежались. Мальчик стал рассказывать отцу, что тут произошло. Насколько же он раскаивался, когда понял причину, почему буренка стала давать меньше молока. Оказывается, она была беременна и готовилась стать матерью. Отец чувствовал себя последним человеком. Прямо там, на берегу реки, он пообещал сыну, что больше не позволит себе быть таким, и попросил его простить. Мальчик согласился простить отца, но только при одном условии, если тот поможет ему с волчицей. Отец, ни капли не сомневаясь, согласился на такие условия. Они вместе перевязали раненые лапы волчицы и понесли ее домой. Саша нес теленка, корова уже сама могла идти, а волчата побежали за ними. Так они вместе добрались до дома. Потребовалось много времени, чтобы волчица вылечилась и пришла в себя. Все это время волчье семейство жило в сарае с буренкой и теленком. А когда они окончательно поправились, отец с сыном отпустили их обратно в лес. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.